Привет, друзья! И сегодня мы готовим французский тарт с грушами, с орехом пекан и сыром горгонзола. А в гостях у меня сегодня моя подруга Мария, которая мне будет помогать. Мария является в прошлом балериной, и она даже выступала в Дубай-опера. Также она мама 4 детей. Младшему из них только исполнился годик. Еще Мария у нас фитнес-инструктор, фитнес-тренер и владелица и основательница клуба Супервумен. Приветствую, Мария. Приветствую, Ярочка. Я так рада быть у тебя сегодня на кухне. Я только видео смотрела, как ты делаешь свои какие-то невероятные блюда. И сегодня наконец-то пришла посмотреть. Такой запах стоит, прям сразу чувствуется. Кухня. То здесь, да, здесь что-то происходит. Круто. Ты, кстати, пробовала когда-нибудь такой рецепт? Я думала, могу готовить какой-то сладкий груши, сыр. Да. Я думала, какой-то сладкий пирог. Сладкий А пирог. оказывается, тут еще бекон. Ты, кстати, как относишься, Мария, к тесту вообще с сыром и все это вместе для девушек, женщин? Еда – это не враг человека. Угу. И все должно быть в балансе. Поел, потренировался. Калорий я практически сама для себя не считаю. Если ты активный человек, живешь активной жизнью, то тебе это, в общем-то, не нужно. Иногда мне калории нужно сохранить, чтобы дожить до вечера. С чего у нас, собственно, будет сегодня тарт? Я использую покупное слоеное тесто. Вы можете сделать его сами, и я преклоняюсь перед женщинами, которые делают слоеное тесто сами. Моя мама делала в детстве торт Наполеона, использовала слоеное самодельное тесто, и это просто был какой-то Армагеддон. Вся кухня в масле и в муке. Я, конечно, избегаю таких экстремальных выпадов, но поддерживаю тех, кто находит в себе силы. Итак, слоеное тесто мы раскатали и выкладываем его, сейчас покажу, на вот такой вот красивенький. А зачем дырочки? А дырочки помогают проходить через этот поднос, проходить воздуху. И так как тесто у нас мягенькое, Машут, мы его сразу переносим на противень, на, собственно, поверхность, где будем готовить, и даем маленькие бортики. Прям вот так вот. Бумагу можно не трогать, с ней ничего не будет. Просто вот ты можешь использовать вот так вот вилочку, немножечко создать форму, а потом натыкать дырочек. И мы поставим наше тесто в морозилку буквально на 5 минут. Почему? Потому что есть закономерность, как работать с слоеным тестом. Может быть, тебе тоже, кстати, будет интересно. Да, очень. В силу того, что оно создано слоями из теста и масла, теста и масла, теста и масла, то когда мы наше слоеное тесто помещаем сначала в морозилку, а потом в духовку при температуре 220 градусов, происходит момент становления слоистости вот этой. Влага из масла начинает сильно испаряться моментально и отодвигает слои теста на расстояние. За счет продолжительного нагрева оно карамелизуется, потому что в тесте у нас есть белок. И это реакция Майера называется. Происходит эта реакция, затвердевают эти наши слои, но они не прикасаются. Собственно, поэтому его так все любят. И здесь... Да, шикарно. Теперь надо нам сделать дырочки. Ну, вот так, как так. Рандомно. Можешь любой узор сделать. Могу тыкать. Можешь тыкать. И в слоеном тесте есть только одно правило. Нам нужно его выпекать при очень высокой температуре. Сегодня мы будем использовать 2 температурных режима. 220 для начала и 190, но я оставлю на 200 для основной времени приготовления. А до этого, чтобы температурная разница была ярче, я поставлю его в морозилку. Буквально на то время, пока мы делать будем груши. Достаточно? О, шикарно. Вот примерно вот так. И должна все это выглядеть. Машута, я сейчас буду нарезать груши, а тебя могу я попросить размять орешки руками. Какие? Прям помечь. Сегодня мы будем использовать 2 вида орехов. Ты любишь, кстати, пекан? Да. Пекан Сюда. и грецкий орех, да. Ты можешь их прям вот как-то... Да, я поняла. Вот так вот Да, прям ломать. Да. А я нарежу груши. Сегодня я использую грушу конференция, или по-английски конференция называется. Я их обожаю. Нарезать мы будем это все самым простым
способом. Я вообще не люблю, когда очень много церемоний. И вот эти вот косточки у груши здесь видно. Видишь, Машут? Да, и да. перепоночки, они практически не будут чувствоваться после выпечки. И это придает такой рустик стиль. Мне нравится такой немножко деревенский, не сильно вычесанный, вылизанный. А пусть будет вот такое, как будто это ручной труд, что, собственно, и происходит. И нарезать я буду так, чтобы у нас видны были слои, когда мы их выложим веером. Вот на такую, наверное, толщину. Я думаю, сколько здесь? 0,5 сантиметра. Да? Уже вкусно. Кстати, попробуй. Я считаю, основное правило любого шефа, перед тем, как готовить блюдо, надо попробовать его сырым. Так я себя всегда оправдываю от кусочничества. Где ты Скажи, взяла такие вкусные груши? они везде продаются, нужно Вообще просто такая знать. вкусная. Кстати, очень вкусная, она мягкая, она сочная, и она очень сладкая, да. Дюшес не подойдет, и какие-то там плотные виды груш не подойдут. Подойдет только мягенькая. Если у вас сегодня в саду вырос не конференция, а дюшес, есть тоже способ. Вы нарезаете вот на такие кусочки, которые мы будем использовать для выкладки, и немножко пассируете на сливочном масле с медом на сковородочке, давая размякнуть. Мы этого с нашей грушей делать не будем, иначе она развалится у нас совсем на куски. Ты работаешь с женщинами. Какие основные проблемы сейчас интересуют женщин? Я думаю, и наших зрительниц тоже волнуют. И я вот часто моим клиенткам говорю, перестань. Перестань к себе придираться. Живи, наслаждайся. Только ешь в рамках. Это не значит, что надо сесть и весь торт слопать. Да, я планировала. Да, я уверена, что ты так не сделаешь, ты только планировала. А некоторые же не могут остановиться. Вот этого стопа у многих людей нет, и поэтому им сложно поддерживать хорошую фигуру. Я достаю тесто. Тесто я присыпаю немного миндальной мукой. Для того, чтобы наши сочные груши, весь сок, если он будет выделяться, то мука, она здесь будет работать как барьер и не даст нашему тесту быть клеклым. Мука здесь у нас предохраняет тесто от отсыревания. Так вот в чем секрет. У меня всегда вот оно такое жидкое. Оказывается, надо муку, да, миндальную? Я выкладываю вот таким вот, Маш, смотри, красивым, красиво. ажурным от центра. Нам нужно, конечно, здесь соблюсти центральную часть, которая будет красивая. По бокам здесь не особо будет видно. Ну вот смотрите, вот такая красота уже получается. Вы, если хотите, вы можете выложить остатки груш по краям. Я вот думаю, выложить или не выложить. Я, наверное, не буду портить наш узор, потому что у нас еще есть и сыр, и орехи, и все дела. Я разбиваю одно яйцо, чтобы помазать бортики, чтобы они у нас блестели. Я сейчас сделаю глазурь для наших груш. Они уже сладкие, то есть с сахаром у меня нет вопросов к ним, но нам надо им придать блестящий, благородный цвет и вид. И для этого я смешаю сливочное масло с небольшим количеством меда. Но так как мне лень и неохота мыть много посуды, я сделаю это в микроволновой печи. Вот так я соединяю маслица в чашечке. Сюда я добавлю буквально там чайную ложечку меда. И вот в таком виде поставлю в микроволновку на несколько секунд, чтобы все растопилось. Я растопила масло и мед. И теперь вот этой глазурью я буду поливать вот так наши груши, чтобы они блестели после выпекания. И чтобы у тарта был очень красивый эстетичный вид. А скажи, пожалуйста, вот есть зависимость до тренировки кушать или после? И как это вообще отражается? А я сейчас скажу, что я буду выкладывать сыр на нашу грушу сверху. Пока Маша это объясняет. Ну так вот, кушать лучше за час до тренировки и через час после тренировки. После тренировки. А с чем это связано? Какие-то Ни с чем не метаболические? связано. Нет, совсем на голодный желудок заниматься не очень рекомендуется. Почему? Почему? Потому что Я вот твои знаешь, мышцы- сколько занималась на голодный желудок, я понимаю сейчас, что результата не было. Если у вас происходит слишком большой дефицит, если ты голодная, первое, что съедает твой организм, это твои мышцы. И ты, дорогая, идешь пашешь, потом не ешь, и твои мышцы организм съел, потому что ему нужно восстановить энергию. У меня так было с попой. Да. Если честно, у меня тоже сразу уходит. Как только я не успеваю нормально питаться, я через неделю вижу, что у меня не остается попы. Я разложила сыр горгонзола. К сожалению, сыр горгонзола мягкий, и эстетичным способом, каким-то красивым, его выложить сложно. Вот я его положила. Что пахнет такое? Орегано? Это тимьян. Тимьян. Тимьян очень обладает ярким цитрусовым ароматом. Да, прям чувствую. И горгонзола у нас такой более тяжелый, у него сливочный плотный аромат. Груша у нас легкая. И здесь вот
тимьян нам дает вот эту легкую цитрусовость. Я оставлю немножко на потом, когда мы приготовим, я добавлю сверху. Теперь, Машута, нам надо будет помазать яйцом, которое ты так красиво взбила, все вот эти вот части, бортики. Давай я тебе поближе. Ответственный момент. Ответственный момент. Для чего мы смазываем? Я помазала яйцом. Тесто яйцом, в основном для блеска. То есть, чтобы у нас был такой красивый, эстетичный вид. В некоторых случаях мы смазываем тесто яйцом, чтобы предохранить его от намокания. Но мы уже положили миндальную крошку. Кстати, вы можете использовать кокосовую крошку, но я не очень люблю здесь, не вижу кокос. Вы можете использовать кукурузный или картофельный крахмал. Но не забывайте, что он повышает гликемический уровень продукта. Нам надо сосредоточиться на вкусе. Также вы можете покрыть это яичным лизьоном, то есть взбитым яйцом или просто белком. Это тоже предохранит ваше тесто от намокания. Кроме сыра горгонзола, вы можете любой сыр использовать. Там может быть дорблю, это может быть сент-агюр, который я лично очень люблю, но сегодня мы используем классику. Также вы можете использовать бри или камамбер. Великолепнейшим образом они тоже работают. Любые мягкие сыры, если у вас аллергия на коровье молоко, вы можете использовать козьи сыры мягкой текстуры. Я уверена, что вкус нисколько не пострадает. Наш тарт готов отправиться в духовку. Напомню, что мы сегодня сделали. Тесто после того, как его охладили, посыпали миндальной крошкой, чтобы излишек влаги у нас питался. Нашу прекрасную грушу нарезали и разложили веером. Промазали грушу сиропом из меда и сливочного масла. Сверху мы посыпали это все сыром горгонзола и прекрасными орешками. Также мы смазали края тарта взбитым яйцом для блеска, добавили перец. А теперь мы ставим тарт в духовку на 10 минут при 220 градусах. Потом сменяем температуру на 190-200 и оставляем еще на 10-15 минут. Но мы смотрим по виду тарта. Как только он будет вам улыбаться, он готов. Вау, какая красота! Мужчина, посмотри. А запах. Вау. Обалденно. Не зря я тут яйцами мазала. Вообще-то, я думаю, основополагающий был процесс. Знаешь, у меня всегда очень сложно с пирогами. Я думала, это так сложно. А сейчас мы с тобой за 15 минут приготовили такой шикарный тарт. И так легко это оказалось. Супер. Ну, ты будешь готовить такой рецепт? Конечно. Какая красота. И что ты скажешь, если вот у меня есть хрустящий бекон, если мы немного посыпем беконом? Давай попробуем. Давай попробуем. На, сыпь Интересно себе тоже сколько. сочетание. Хочется. Вот так вот просто брать и присыпать. Вот Или ломать. Как тебе нравится вообще? Хочешь? Я думаю, можно чуть-чуть поломать, чтобы просто удобнее было кушать. А вы добавляете бекон в грушевые пироги? Напишите, пожалуйста, и вообще. Я обожаю сочетать соленый бекон со сладкими тартами. Чин-чин. Чин-чин. О! Какая вкуснятина. Круто. Да. А бекон-то как дополняет своим хрустом. Знаешь, я никогда не думала, что вот здесь и груша, и мед, и бекон, и орехи, и сыр. Все вместе положили, и что это будет такое сочетание. Это быстро, это просто. И блюдо, я думаю, оно не выглядит хуже, чем в мишленовском ресторане. Шикарно, шикарно. Готовьте, пожалуйста, это блюдо и все другие, которые мы с вами вместе готовим. Я рада, что вы были сегодня с нами. И напоминаю, что сегодня для вас готовила Мария Зырянова, талантливый специалист, гуру в фитнесе, гуру в балете. Благодаря ее советам многие девушки, женщины, мамы обрели форму и, конечно же, уверенность в себе. Это придает нам крылья. И напоминаю, что ссылочку на канал Марии я оставлю внизу. Мне для вас ничего не жалко. А вы, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, оставляйте свои лайки, пишите, что вам понравилось и как у вас получился этот тарт. Ну а мы с вами скоро снова встретимся. До новых встреч. Вкусно? Да, очень. Так, сейчас я тебе сделаю по-своему, чтобы ты откусила. Вот. Я поняла, зачем вы тут фудблогерами работаете. Вы едите. Чтобы есть.